Всем привет! Сегодня с вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у меня для вас сразу две интересных вещи. Первое – это 650-ка юбилейная версия, обзор которой я снимал недавно, скорее всего он уже на канале. И я расскажу, что у нее с вариатором и почему у нее порвался ремень. Также у меня новость для всех бургмановодов. Я забрал вчера офигенный заказ запчастей. Прямо вот специально не разгружал мотик. И сейчас покажу вам, что там внутри. Итак, вчера я поехал по ливню за заказиком запчастей, который пришел совершенно неожиданно. И немного не рассчитал место, потому что, вот как видите, справа у меня чехол примотан сеткой. Хорошо, что сетка была. И вот тут кое-что понаприходило. Новые поставочки, масляные фильтра, которые закончились на 44-й кузова, прокладочки помпы самые дефицитные, фильтра вариаторов, кстати, о них сейчас пойдет речь. Еще всякие манифулды на 650-ку давно пытался заказать, кое-какие щеки вариатора, стопорные болты. В общем, всякие прикольные штуки. Но это мелочевка. Кстати, по-моему, там где-то внизу лежит ремень на 250-ку в 44-м кузове. Ну и боковые кофры у меня полностью забиты воздушными фильтрами оригинальными на 650-ки и 400-ки, начиная с К7. Вот. Как выясняем, примерно понятно, сколько воздушных фильтров влезает. Тут некоторые коробочки немного помялись, но это не принципиально. 650-й фильтр жесткий, да и 400-й тоже. Вот это вот у нас 44-й кузова. Вот 650-х фильтров пока достаточно, а вот 44-е прям вот заканчивались в последнее время. Поэтому я очень доволен, что пришло. Вот в боковые кофры XR влезает, получается, 9 фильтров на 650-ку и 7 фильтров на 400-ку. Вот так вот я их вчера по ливню довез и очень доволен, что все влезло без проблем. А далее у нас небольшой поучительный рассказ про 650-й вариатор. А здесь у нас дизельная юбилейка 2003 года, ничего сверхъестественного, скутер как скутер, пробег у него заявленный типа 50 или 51 тысяча, может даже правда, в принципе можно поверить. Вот у нас разобран вариатор, и вот у нас здесь на шкивах следы оборванного ремня. Вот этот вот ремешок первый, который висит с нее, он у нас порван. Скутер, соответственно, остановился, приехал на эвакуаторе. Из проблем у нас здесь закончились шпонки. Уже достаточно, чтобы разбить первичный вал и ответную часть. Как бы печально, но время, в принципе, 50 тысяч пробега. Это такой средний ресурс двухшпоночного вала. Бывает, что и сотку ходят, но бывают, что и на 30-ке умирают. До сих пор не могу точно сказать, от чего это зависит. Вариатор мы, как видим, разбирался. Кто-то здесь менял шестерни. Шестерни здесь, кстати, довольно-таки свежие. Состояние у них лично мне очень нравится. Оно хорошее. Похоже, что они немного прошли. Как итог, они не пострадали от обрыва ремня. Здесь мертвые все подшипники, и вот этот первичного вала, и на вторичном валу хреновый, и вот здесь в муфте хреновый. Короче, согласовали, будем ставить свеженький хороший бэушный ремень и первичный вал в сборе с хорошими шпонками. За остаток вот этот уцелевший первичного вала я сделал скидочку с цены другого вала, и получается, что это вполне целесообразно, и получается такой достаточно оправданный ремонт. Но самое главное далее. Сейчас я уже открутил.
все это дело. А из-за чего же ремень порвался так рано? 50 тысяч. Ну, с одной стороны, это не так уж и рано, но с другой стороны, он бы, я думаю, мог проходить как минимум 70, если бы не одна оплошность. Вы просто посмотрите на это. Фильтр обмотали изолентой по внешнему радиусу, которая, естественно, слезла, для того, чтобы он вроде, ну, похоже, для того, чтобы он прилегал плотно к корпусу вариатора. Бред, конечно, полный, но окей. А сделали это зачем? Потому что фильтр, видимо, родной рассыпался, и его решили заколхозить. Ну, мало того, что мы сразу видим, что он сильно забитый, вот здесь уже просто пальцами полапали его, и грязь отвалилась. А во-вторых, это у нас не оригинальный поролон. Вот 10 лет уже говорю всем, что ни в коем случае не колхозьте фильтр вариатора. Ставьте родной, 10 лет свои он живет, потом просто он сгнивает, ставите другой. Но нет, иногда все равно находятся любители. Во-первых, этот поролон в несколько раз толще родного. Вот тут трудно показать, но у него толщина около, наверное, миллиметров 10-12. А у родного фильтра толщина гораздо меньше, не больше 5. Естественно, это все дело ухудшает воздушные потоки, сопротивление больше. Естественно, ремень хуже охлаждается. Шпонки, кстати, тоже могут быстрее умирать из-за этого, по моему мнению. Ну и, естественно, такой фильтр быстрее забивается. Вот вместо того, чтобы ставить такой фильтр, лучше снять его совсем. Вариатор проходит дольше. Это реально уже проверено. И лучше таких экспериментов не ставить. Фильтр стоит, ну, примерно 2000 рублей, а геморроя тут как бы, ну, до хрена. Как минимум ремень стоит очень прилично. Итоговый попадос здесь близок к 100 тысячам. Вот. Но как ни крути, а я думаю, что если бы не фильтр, все это дело прошло бы тысяч на 10-20 больше, без ремонта. Хотя скутер, в принципе, уже такой не молодой. Кстати, он в довольно хорошем состоянии для своего года. Ему все-таки 20. Если не 21, но это вот такое спорное утверждение, я об этом говорил в обзоре юбилейной версии. Но тем не менее, 20 лет это, блин, целая жизнь. Даже для человека это не маленький срок, а для скутера вообще, я считаю, просто огромный. Это даже не одна жизнь для скутера. Поэтому чиним, и пускай человек счастливый, довольный катается на нем дальше. Собственно, я думаю, сегодня мы соберем этот скутер, и я думаю, завтра он отправится к своему владельцу ездить и дальше еще ближайшие как минимум 1020-30 не думать о проблемах с вариатором. А я думаю, что больше. А на соседнем подъемнике у нас стоит цешка, которая просто приехала на полную диагностику. Тут в целом мопед вроде достаточно свежий. Кстати, здесь нету проблемы с воздушным фильтром. Для тех, кто считает, что она есть у всех, нет здесь никаких признаков ни герметичности, никаких следов масла, никаких разошедшихся швов. Все в целом штатно и нормально. Такие фильтры мы не лезем. Вот, мы наблюдаем за ними, если есть хоть малейшие подозрения, мы проклеиваем, провариваем, но в данном случае никаких подозрений нет. Здесь у нас гидравлический натяжитель, нормальный вариатор. Единственное, что ремень под замену, вот ждем, его должны сегодня привезти. Я перестал держать ремни на цешке в наличии, потому что не вижу смысла морозить такие деньги. Мы еще предложим человеку вариант с бэушной хорошей свежей резиной, которая у нас есть. Если его устроит, то поставим. Если не устроит, то значит будем искать другую. Вернее, скорее всего, сам будет искать другую. К сожалению, резиной я торговать перестал. Остатки распродал почти все в прошлом году, когда был весь этот ажиотаж и пик цен, и понял, что больше я не хочу закупать резину, потому что маржинальность с нее минимальная, а морозишь ты денег очень много и очень часто на долгие годы, потому что иногда резина лежит прям годами и не очень-то бывает востребована.
По крайней мере, у меня такой опыт, к сожалению. А на сегодня я заканчиваю наш коротенький бложик, потому что сегодня я работаю до обеда, вечером у меня вручение диплома в Высшей школе экономики. Пойду, так сказать, врываться в новую жизнь, как дипломированный специалист с 2 высшими образованиями. Все абсолютно никак не связаны с моей работой, потому что это менеджмент, это MBA. Хотя как не связаны? Вообще-то я считаю, что техника – это только половина моей работы, если даже не меньше половины. А большая часть моей работы связана напрямую с психологией, с общением с клиентами, с продажами, маркетингом и так далее. Поэтому, наверное, некорректно будет говорить, что мои высшие образования никак не помогают мне в работе. Они как раз-таки очень сильно на нее влияют. Но про тему психологии мы будем разговаривать, когда я поеду в отпуск на зиму. А сейчас у нас мастерская техничка. Наслаждайтесь. А с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Но все равно не забудьте поставить лайк, написать комментарий под этим видео и нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новом, лучшем и интересном. Всем пока!